привет! Рад видеть вас на канале Евроазиат. Сегодня у нас на обзоре гитара Baton Rouge AR21C-ME. По конструктиву верхняя дека массив кедра, бридж и накладка это Avancol, обечайка и задняя дека ламинат клена. Сам гриф это цельный кусок вырезанный. Можем видеть, нет никаких склеек, ничего такого. Дерево какое-то. Порожки искусственный камень хорошего качества, даже менять не надо ни на какую кость, ни на что такое. Струны стояли эликсир. Мне эти струны с какого-то там недавнего времени абсолютно не нравятся. Пластиковый звук меня не устраивает. Хотя не строй, конечно, то есть качество звука держит долго, но я вот ставлю свои сейчас. Другие. Это вот Ernie Ball фосфорная бронза. Замечательные струны, 3 месяца ходят прям вот легко. Так, минусы какие? Это были колки низкого качества. Колки я поставил золоченые, Wilkinson, с большими шестеренками, много колес там, можно хорошо тонко настроить. Те колки были не подтягиваемые, то есть нельзя было настроить мягкость, там, подтянуть расслабленно, ничего нельзя было сделать. То есть они все уже, строй не держали так, как мне надо. Эти строи держат хорошо, их можно регулировать. Wilkinson, вот эти вот, стоят 2500 рублей где-то. Так, да, электроника. Здесь, значит, комбинированная, идет пьезо, довольно широкий такой датчик здесь внутри, вот здесь вот он. Звук качественный именно от пьезы. Небольшой шум есть, но этого вы не услышите ни на концертах, на записях все это можно очистить. Вот. Еще есть микрофон. Получится показать? Насколько я понял, когда подключаешь джек вот в это гнездо, просто один джек, не включая второй, то звук идет комбинированный. То есть и пьезо, и микрофон сразу. Если воткнуть еще один сюда, то он начинает разделяться, насколько я это понял. На концерте я эту гитару испытывал, сыграл пару песен, да, на ней. Звук неплохой, скажем так. Есть такое ощущение, что подзвучка микрофоном. То есть звук достаточно нормальный. У гитары не так много басов, что для меня является очень хорошим фактором. Но гитара звучит очень так собрано. Давайте из минусов вам расскажу. Бридж был приклеен не очень плотно. Была небольшая щель. В течение месяца эта щель стала большая. Лоскут лака даже начал тянуться маленько. Вот я ее отнес в самарский магазин. Там у них есть мастерская. Они мне все это сделали. Ну давайте вам что-нибудь сыграю.
Как мы слышим, каждая нотка выделяется, можно спокойно играть мелодию, совмещенную с аккомпанементом. Все звучит довольно неплохо. Особенность, наверное, небольшая какая-то у гитары. Когда вот играешь боем, есть какой-то звук, в общем, как свист такой раздается, даже скрип, я бы сказал. Сейчас попробую продемонстрировать. Вот, слышно. Это даже какой-то не скрип, а какой-то звон, что ли, такое что-то. Может быть, это связано с мензурой. Может быть, с особенностью комбинации дерева, например. Трудно сказать. Как она держит строй? Дело в том, что здесь, я так понимаю, гуляет дерево. Может оно как-то немножечко с течением времени, от температуры, от какой-то влажности, оно может измениться, изменить свою форму. Почему я так решил? Дело в том, что иногда бывает настроишь гитару, и струны натягиваются. То есть это уже говорит о том, что гриф начинает тянуть. Вот. Это именно особенность. И тем более здесь я колки уже менял, то есть поставил хорошие. То есть строй может уйти. Но, например, в часовом концерте, может быть, через минут 20, через полчаса нужно будет ее подстроить еще раз. Вот это да, это важный момент. Это вот такая особенность есть. Да. Здесь стояли дешевые пластиковые пальцы. Я их поменял на палисандровые. Мне это нравится. Я считаю, что дерево должно контактировать с деревом. И плюс выглядит хорошо. Намного приятнее, когда здесь такой перламутр или что-то еще такое. Сразу делает гитару более дорогой на вид. Более такой приятный. Так, давайте еще что-нибудь поиграем. Не было крепления для ремня, пришлось его приделывать. Лады были достаточно ровные, я бы даже сказал идеально ровные. Даже слышно, играется все везде хорошо, ничего нигде не бряцает, но края очень сильно торчали, пришлось мне их самому торцевать. Гитара имеет небольшой вес. Именно это и было приоритетом для ее покупки. Мне нужна была гитара, которую можно взять с собой на какие-нибудь капустники, сборные какие-то мероприятия, где у меня немного песен, или же на какие-то джемы, сейшены. Также ее удобно перевозить в другой город, например, в поезде ехать с ней. Гитару я рекомендую к покупке. Она стоит своих денег, сделана она качественно, нет никаких зазоров, там, потеков клея, ничего такое. Ну, помимо бриджа, но это делать все за очень скромные деньги. Если вдруг будет, может, у вас не будет такой проблемы.
Но есть такая проблема с ней. Ее невозможно купить в России. Я ее заказывал, не буду упоминать в каком магазине, но это магазин немецкий. Она мне шла там месяц, наверное. Пришла, слава богу, в хорошем состоянии. Это тоже какие-то риски все-таки с доставкой связанные. Но, слава богу, все хорошо доехало. В русских магазинах она, если есть на сайте, то ее нет в наличии. Когда будет, все говорят, что никто не знает. В общем, есть, да, вот такая вот с ней проблема. В общем, думаю, по гитаре я вам все рассказал. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, переходите на основной канал, там много всего интересного. Спасибо за уделенное время. Всем пока.